Всем привет! Снова я на рыбалке. Жаркий сегодня выдался день. Снял рубашку, но куртку решил не снимать, чтобы снова не заболеть. Сегодня 25 марта 26 года. Ну что же, весна, можно сказать, берет свое. Я вот сейчас шел, смотрел. Ну, да, снег еще лежит, еще не особо тает. Но я подозреваю, что снизу лед начинает таять. Вот лунка, я сейчас ее пробурю и посмотрю. Я вижу, что уже она, значительно не такая, как была 3 дня назад. Я пришел на то же самое место, к острову Судачий. Я здесь 3 дня назад поднял своего рекордного берша. Я думаю, этот видеоролик вы видели. Я его назвал самый крупный берш. Действительно большой берш. Я его дома, правда, не взвешивал, сразу в морозилку убрал. Больше килограмма-то он будет. Кто не смотрел, посмотрите это видео. Оно у меня есть. Итак, сегодня 25 марта. Я, честно говоря, думал, что даже и в апреле похожу, но так подозреваю, что, наверное, сегодня предпоследний мой заход. Может, еще в конце марта, в последних числах приду. А потом, я думаю, уже будет рискованно. Я в бинокль посмотрел, рыбаков здесь вообще нет. Вот сколько я в бинокль мог смотреть. Шел я вот там вот берег, около берега, там далеко. Вон там он. Прям под берегом сидят, я думаю, там какую-нибудь, не знаю, мелочевку ловят. Ершей, может. А вот здесь вот в заливе никого нет. За островом Судачий посмотрел тоже в бинокль на Волге. Никого нет. Тут сколько в бинокль хватает до того берега. Вот так вот вообще никого нет. И единственное, 2 рыбака сидят очень далеко. На камеру не будет видно. Это вон там, где водозабор, ближе к водозабору. Несколько километров отсюда в бинокль. 2 человека сидят. И все. Сегодня, правда, не выходной день, но обычно 1-2 человека-то я встречаю. Сегодня никого. На то же самое место пришел. Да. Я только сейчас немножко переместился чуть поближе к глубине. Здесь лунка, вот она, я ее отметил в прошлый раз. 15. Это, по-моему, самое глубокое место, которое мне удалось здесь найти. 15 метров вот здесь вот глубина. Вот именно на этой лунке. И свои лунки я тоже нашел. Где я берша-то поднял? Так, вот палка стоит. Там 14 метров я тоже там свою удочку ставил в прошлый раз. 3 дня назад я здесь был, поднял 3 бершей, один из которых был очень крупный. Вот смотрите, какая тут обстановка. Подтаивает, конечно, снег. На остров бы сходить, но я думаю, на острове еще глубоко. Я не знаю, может быть, последний день я когда приду, я схожу на остров, посмотрю. Можно посмотреть на лунку. Я сейчас их пробурю. Я вижу край льда. Если в прошлый раз я нижнюю кромку льда я не видел, то сейчас я ее вижу. Сантиметров 20. Так что, скорее всего, ребятки, в апреле уже я не пойду. А это вот мои лунки. Вон мое яблоко лежит, которое я ел. Вот здесь вот одного берша поймал. И вот лунка 12 метров, по-моему, здесь. Вот здесь вот я поднял большого берша. Я в этом же месте сегодня буду. Вот здесь 13 метров. Сейчас вот первую удочку поставлю все-таки на глубине 15. А остальные удочки, вот здесь, может быть, поставлю, где я берша вытащил. В общем, в этом районе. На Волгу я сегодня не пойду. Если здесь клевать вообще не будет, я просто перемещусь вдоль острова. Да, я сейчас замерю лед, посмотрю. Сегодня еще, думаю, не опасно будет. А вот уже в последних числах марта уже будет край. Уже будет опасно. А в апреле я, наверное, рисковать не буду.
Хотя, может быть, и в апреле можно будет ходить, но здесь глубоко. Не хотелось бы провалиться. Я посмотрю еще сегодня, будут ли ездить снегоходы. В прошлый раз, вот 3 дня назад, снегоходы ездили. Сегодня вот понаблюдаю. Так, ну все, я распаковываю удочки, ставлю здесь одну на 15 и туда ближе к берегу 13-12, вот такие глубины буду сегодня рыбачить. Ну и как клюнет, я думаю, клюнет. А в прошлый раз первый бёрш клюнул в 12 часов, а время сейчас только 10, так что еще 2 часа. Ну, посмотрим, оно по-разному бывает. Надеюсь, хоть какие-то облака пойдут, потому что, ну, реально жарко. Обмотался все равно шарфом. Куртку снимать не буду. Мне хватило болезни, так что я поболел крепко. Ну все, начинаю рыбачить сегодня. Посмотрим, какой у меня будет улов. Как первого берша подниму, я его продемонстрирую. Всегда легче пробурить новую лунку, чем разбуривать старые. Так вот, я ошибся, когда сказал, что вижу нижнюю крайку льда. Нет, дело в том, что здесь получается как бы двойной лед. Нижний лед, ну, толщина где-то вот сантиметров 20, а потом снег, и потом как бы второй корка льда, и потом все снег. На самом деле там глубоко, я сейчас это продемонстрирую. Вот у меня такой вот щуп. И я сейчас покажу, где нижний край льда. Вот такая глубина. Вот. Вот здесь лед. И вот до сюда я опускал руку. Вот смотрите. Лед где-то вот до сюда. Вот нижняя крайка льда. Вот это все лед. Сантиметров. Ну, сантиметров 20. Сантиметров 20 лед. А вот это все. Тут потом опять кромка льда. И вот это все снег. Вот такая глубина. Так что достаточно еще глубоко до нижней кромки. Вот этот вот снег, вот до сюда, до льда, это все снег. Это все будет таять. Только потом будет лед. А потом вот это вот все лед. Так что можно еще рыбачить. Я так думал, ну, опасно, не опасно. Нет, ребятки, еще время есть. Вот. Вот где лед. И вот такая толщина. Проехал снегоход по Волге. Я думаю, там такой же лед. Ну, может, чуть тоньше. Жарко. Реально жарко, печет, я так скажу, солнышко. Пока поклевок нет, уже с полчаса сижу. Дальняя удочка на 15 метрах.
Потом вторая удочка 14,5 метров, там все-таки яма. И сейчас я вот пробурил здесь, она как раз на уровне лунки, где я поймал берша крупного. Здесь, скорее всего, 13 метров. Вот 3 удочки сейчас поставлю и буду ждать. Как бы я так разведал. Я там еще одну лунку чуть дальше просверлил. Но там, наверное, уже будет подъем. Здесь вот яма. Но я посмотрю. Да, и еще я разгадал секрет. Помните, в прошлом видеоролике я показывал маленькую букашку и удивлялся, откуда она взялась. Ну, ни травы, ни кустов, ничего нет. А по снегу ползала. Так вот, я отгадал эту загадку. Это летающее насекомое, оно летает. Я сейчас сидел, опускал удочку, и он прилетел, бам, и прям передо мной на землю плюхнулся. Так что он сам не показал, в чем загадка была, да, ну, я не мог понять, откуда он взялся. Летающее насекомое оказалось. Прилетело, ну, вон деревья. Там трава, деревья, сколько там. Кстати, я взял с собой компас на всякий, даже не на всякий случай, а мне бы, знаете, определить вот это место, чтобы я мог его летом найти на резиновой лодке. У меня GPS-навигатора нет, смартфона нет. И я здесь плавал летом. И вот глубокое место не мог найти. Мне вот как-то сейчас надо так сориентироваться. Вот я встану, где 15 метров. Поклевок пока нет. Я удочки ставлю. Пока поклевок нет. Вот мне как-то так надо сориентироваться. Приблизительно хотя бы. Да, летом я, конечно, смогу это все вымерить якорем. Но кирпич тоже поднимать, опускать. По крайнему дереву. Вот крайнее дерево, вот самое высокое. И по компасу, если посмотреть. Получается ровно, ну не ровно юг, а где-то 200 градусов. Ну почти юг, да, даже, наверное, компас так тоже точно не показывает, прям до миллиметра. Ну где-то 200 градусов. Летом здесь все будет в камыше, тут все кругом камыш, поэтому определить это место так достаточно тяжело. Ну, вот так вот сделаю фотографии, чтобы летом я мог именно на эту точку приплыть и рыбачить. Я здесь летом одного бершика поймал на балансир. Так что вот, даже вот это видео и послужит мне помощником. То есть я вот летом буду делать то же самое. Вот так возьму компас, на резиновой лодке вот здесь встану. Значит, вот он юг, 200 градусов. Я вот смотрю туда, дерево. В общем, сориентируюсь. Здесь вышка уже, между вышкой и деревом, вот в этом месте. Метров 200 от берега. Глубина 15 метров. Никого нет, я один на льду. Так, ну, пока не клюет, 11. В прошлый раз, как я сказал, в 12 клюнул. Третью удочку пойду ставить. Вот такая собака ко мне пришла. Не знаю, чья. Наверное, бездомная. Я, кстати, ее как-то раз видел. Ну, вот, жарко ей. Хотя ошейник у нее. Ты чья такая будешь, подружка? Чё? Да, у меня там вкусно пахнет. У меня там сосиска. Думаешь, я тебе сосиску дам? А я чё есть буду? Ну давай иди. Иди к берегу. Ой, ты чумазая, я даже тебя погладить бы. Воняет от нее. Скорее всего, бездомная псина. Ну вот, видите, что еще она делает. Нужно еще посрать у меня тут прям под боком. Или посикала она, не знаю. Давай иди к берегу.
Так, ну я тюльку уберу в сумку, чтобы она не утащила. Сумку-то уж, наверное, не утащит. Унюхала сосиски. Вот такая собака. Так, ну я поставил там удочку на 13 метрах. Пока поклевок нет. Давай иди к берегу, подружка. Ничего я тебе не дам. Пахнет, да? Сосиской пахнет. Ну, еще лучше. Улеглась. Ну ладно, я думаю, она в сумку не залезет. Со мной будешь? Видите как? Запах сосисок. И она теперь не уйдет. Хотя поймет, что я ей ничего не даю, и уйдет. Я здесь удочку стал опускать, да. Собака прибежала. Откуда-то с Волги. Ладно, пока поклевок нет. Как достану, включусь. Он может сейчас уйдет. Так, ну что же, время час. И сегодняшнюю рыбалку вот эта собака мне сильно испортила. Ну, не дает рыбачить. Я даже немножко думаю, ну и хорошо, что рыбу не достаю, потому что достану, а куда ее девать-то? В снег не закопаешь, она ее утащит. Я уже ее и прогоняю, но ни в какую ее не могу выгнать. Вот время час, она весь день тут. Учуяла вот сосиски. И около моей сумки сидит. И за мной, куда бы я ни перешел, все за мной, тыкается. Короче, я сел кушать. Я ей один бутерброд уже дал. Ну, она его съела, конечно, сразу. Ну, думаю, сейчас, если еду не опустошу из сумки, это до вечера она будет. Видимо, ее сосиски вот эти вот смущают. Ну, беги. Тебе же дал. Ты ради них около моей сумки трешься. У меня больше ничего нет. Бутерброд ты слопала. Печенье только осталось. Не знаю, будет за печеньем около сумки дежурить. Мне кажется, ее вот эти вот сосиски и смущали. Ну, не знаю уже, как прогнать ее. Какая тут рыбалка? Туда вон на остров сходила. Она на раза 3 уже туда ходила. Думаю, ну ушла. Нет, смотрю, возвращается. Мне кажется, это девочка. Туда вот сходила. Думаю, ну все, иди. Нет, смотрю, вернулась. Ну вот сидит, я не знаю, как от нее отделаться. Думал, бутерброд съест, уйдет. Нет, бутерброд съела, никуда не уходит. Вот сейчас все опустошу, ну единственное вот печенье оставлю. Где у меня еще вот одна сосиска осталась. Сейчас все ее тоже, я ее съем, чтобы уже запаха не было. Вот эти пакетики сосиски надо, наверное, утопить в лунке. Она даже на пакетики будет реагировать. Пойду закопаю сейчас это все. В общем, вот такие дела, ребятки. Ну, портит, что? Душевного спокойствия нет. Когда вот такое вот чудо. Я перейду от лунки к лунку, она подойдет, тычется носом, потом на меня навалилась, спать легла. Опять я перейду, опять тычется носом своим.
Леску начинаю доставать, проверять. Она тут рядом. Думаю, как бы леска не запуталась. И никак ее не прогнать. Эх. Сейчас решил все съем, все, что у меня есть, чтобы в сумке ничего не пахло. На вечер только печенье себе оставлю. Вот, все, последнее. И у меня больше нет. Я думаю, ты ради них и была здесь. Ради сосисок. Ну, еще бутерброд с сыром, который ты уже слопала. У меня вот один остался. Пополам поделил. И все. Гуляй, Вася. Или как тебя, Люся. Так, что касается рыбы. Поклевок нет. Переместил сюда, сюда, сюда. Ну, единственное, нет, была у меня одна поклевка вон на той удочке, когда я ее только начал опускать. Вот я снял видеофрагмент и начал опускать. И там она такая была слабенькая. Ну, я подсек, но ничего не было. Посмотрел, достал, тюлька на месте. Одна только там на мормышке чуть-чуть так, ну, видно, помята рыба. Я ее заменил, поставил назад. Вот, и все. Все остальное тишь. 15, 13, 14, то есть вот здесь вот, наверное, 13. Еще пробурил 2 лунки, сейчас перейду. Ну, вот хочу от собаки избавиться, блин. Все равно как-то душевного спокойствия нет, когда вот она вот это вот сидит, смотрит. И у меня мысль, что рыбу достану, а куда ее девать-то? Так-то бы я ее в снег прикопал, но это она выроет. Придется в сумку убирать, прятать, а в сумке-то она вон испортится. Смотрите, что, солнце как. Ни одни облачка, ничего нет. Так что ладно, в общем, пока рыбачу. Я надеюсь, от собаки я сейчас избавлюсь. Ну, мне кажется, она мне портит все. Что-то у меня такое ощущение, ну просто, не знаю, не нравится она мне, что она мне мешает. Сейчас все съем, надеюсь, она уйдет. Ну, как рыбу достану, не знаю, что-то поклевок пока нет. Продолжу рыбачить. В общем, эта собака мне сегодня всю рыбалку испортила. Я уже в нее снежками начал кидать. Я не знаю, как ее прогнать. Короче, я все съел. Все, у меня уже в сумке ничего нет. Так она наелась, ей играться захотелось. Сломала мне вон. Прокусила. Ну, я все в сумку убрал. А это вот у меня лежало рядом. Не убрал в сумку. Захотела поиграться, что ли. Сломала мне эту штучку, блин. Схватила ее. Ну, я сперва как бы, дай, там. Так, нет. Ну, толку-то я у нее потом отнял. Блин, все, вон продырявила. Это у меня, я стаканчик и воду черпал, и крышка у меня дома там на такой, для мальков. Ну все, я теперь только выкину, что она дырявая. Прокусила, конечно. Засранка. Я уже начал в нее снежки кидать. Ну, я не знаю, уже все прячу. Она зубами хватает и тащит все. Надо ложку, наверное, тоже спрятать. Сумку уж не утащит. Ложку запросто может взять. Сейчас я ее... Не уходит, зараза. Ну, будет сейчас подходить, я в нее снежками швыряю. Что, мешает? Ходит за мной, тыкается, говорю, вот перетаскиваю удочку. Она прям идет и носом тычется, вот прям в кивок тыкается носом, в леску тыкается. На острове. Ну все, будет сейчас подходить, я буду ее снежками расшвыривать. Потому что все, у меня еды нету. Сосиски я ей отдал. Бутерброд один съел, а второй тоже пополам с ней поделился. У меня не клюет, ребят. Поклевок нету.
Перенес удочки. Да мне тоже вот заниматься надо, а я за ней слежу. Она все время около сумки ошивается. От сумки отойдешь, она начинает носом своим тыкаться лапами. Тоже лазить. Вон на острове. Не знаю, отстанет от меня или нет. Надо было в самом начале ее снежками швырять. Ну, блин, добрый я. Собак люблю. Поэтому не хотелось бы так зло поступать. Ну, как-то спровадить надо. Все, вроде, не знаю, ушла. Ну, повторюсь, будет подходить. Я ее снежками буду. Пару раз кинул в нее снежками. Рыбаков нет. Снегоходы тоже тут не ездят сейчас. Там за островом проехали несколько раз. Поклевок нет. Сколько время? 1:30. Ну вот если она больше не придет, спокойно. Я вот сейчас тогда хоть это. Надо поднимать, смотреть, на месте ли. Тюлька тоже не могу спокойно поднять. Сейчас ее не будет. Подниму, проверю все удочки надо. На месте ли тюлька. Это вот сейчас сюда перенес. Да, вон у меня еще была задумка. Вон ветки стоят. Надо сходить сюда, кстати, к этим веткам. И пробурявить лунку. Я, видите, еще и из-за собаки не могу это... Все, надолго оставить. Сумку далеко не отходил. И этот... черпак тоже зубами схватит. Он как эту маленькую схватила. Вот здесь вот я хотел еще посмотреть. Тут вот палки стоят. О, здесь большие такие прогалины. Ой, сколько тут дофига лунок. И вон там лунки. Может, тут сети ставили? Ну, вот здесь рыбачили. Вполне может быть даже, что сети ставили, потому что лунки уж очень здоровые. 1, 2, 3, и вот 4. Ну, вот еще и 5. И там кожура от банана лежит. Сейчас вот здесь тоже пробуравлюсь. Походить, посмотреть, где что. Потому что, ну нет, клево. И собака это мне нервы тоже трепала. Так, ну вот здесь где-нибудь сейчас пробую. Проделаю одну лунку. Потом вон там вот еще проделаю. В общем, рыбачу. Ну, видите, тут еще как тоже срабатывает. Я не хотел доставать рыбу из лунки. И вот пока собака была рядом, тоже может сработать. Ну, как бы мысли материализуются. Да, хочется поймать, хочется достать. Но собака, когда под боком сидит, думаешь, ну достанешь, а куда рыбу? Прикопать. А она не уходит. Она на острове сидит и на меня смотрит. И опять сюда идет. Короче, ребятки, вот такой день выдался, что вот эта овчарка испортила мне рыбалку. Она там ходит и на меня смотрит. И на меня смотрит. Мне не рыбалкой заниматься, а вот сейчас ее отгонять. Вон она там на острове. Ладно, не буду время затягивать. Продолжаю рыбачить. Надеюсь, клюнет. Ну а собаку буду сейчас снежками отгонять. Но, несмотря на то, что собака испортила рыбалку, вот такого вот малыша только что достал. На поводок взял. Собаки нету. Кстати, собака умная. Стоит это сказать. Очень умная собака. Так, сейчас про берша. Я сперва про собаку. Сосиску. Вот я сейчас ел, да? Ну, видели. Не лезет, вот видели, я ем. А некоторые собаки там лезут. Прям нет, спокойно лежала, смотрела, ждала, когда я ей дам.
вернулась сейчас сюда, я сидел вон там, подошла сюда, на меня стоит, смотрит, я говорю, пошла вон, ну, так громко, грубо, развернулась, ушла, все, ее нету. Умная собака. Ну, видно по поведению. Ну, видимо, просто правда играться захотелось, вот она эту штучку взяла, тут как бы маленько, наверное, я не прав, потому что мне нужно рыбачить, а собаке нужно внимание. Сперва надо было покормить ее, потом нужно было с ней поиграться, как бы. А я на нее кричу, шумлю. Ну, несовпадение интересов. Значит, вот он маленький. Сколько он за поводок взял? Ну подожди ты. Ну дай померяю. Сколько? Да стой ты, блин. Не даст мне померить. 15. Ну, где-то 20 сантиметров. Маленький. За поводок взял. Так что, несмотря на то, что, как бы, казалось бы, но я видеоролик-то назову, как собака испортила мне рыбалку. Ну, потому что время уже 1:30. После 2 уже, наверное, не будет клевать. Ну, такой вот. Хорошо, что ушла. Сейчас в снег его прикопаем. Но если она вернется... Ну что, в зубы взяла, да убежала. Как вон эту мою штучку. Черпачок. Схватила и побежала. Поэтому даже я не знаю, или в сумку убирать его. Но сейчас пока прикопаю. Если она будет подходить, я его в сумку уберу. В общем, первый улов состоялся 20 минут, без 22, на глубине 13 метров. Так что вот так вот. Продолжаю рыбачить. Время 4 часа. Ни одной поклевки. Ну, собственно, всегда она тут так и бывала. До 2 клевала. После 2 до самого вечера ни одной поклевки. В прошлый раз, в позапрошлый раз, 3 рыбалки назад так было. В принципе, можно было собраться и пойти домой. Но погода хорошая. Сижу, отдыхаю. Поставил уж еще 4-ю удочку, потому что тюльки-то у меня много. Ну, я сейчас уже беру по 8 штучек. Раньше по 6 штучек брал. Сейчас надо по 6 бы брать. Ну, сезон заканчивается, поэтому я беру побольше. По 8 штучек беру. А что, у меня вот там бёршик клюнул. Я только 1 раз поменял тюльку и все. Больше поклевок нет. Ну, не обратно же ее нести. 4-ю удочку достал. С тяжелым грузиком поставил на 15 метрах. Переношу периодически удочки с одного места на другое. Вон там удочка у меня постояла. Сейчас я ее перенес уже. Вон она стоит на 15 метрах. Здесь где-то 14. Здесь такая ложбина на дне. Глубина 15 метров. Туда, если к берегу идти, она будет подниматься. И там снова мель. Вон удочка стоит. Тоже 15 метров. Здесь вот лунки пробурил. Вон моя лунка. Тоже здесь удочка стояла на 15 метрах. Вот здесь вот стояла на 14,5. Да, кстати, собака ушла. Она опять на острове была. Опять сюда приходила. Я опять ее шугнул. Она на острове сидела, на меня смотрела. Потом опять куда-то сходила. А потом смотрю, пошла вот вдоль. Ну, пересекла Волгу. Там вон под тем берегом, где белое здание, мужик сидел. Смотрю, подошла к нему, но он ее прогнал. Она к нему близко не подходила. Видно было, я в бинокль наблюдал. И она ушла вон. Это Новое Аркчино. Там остановка. Вон, видите, эти 5-этажки стоят. Там сколько? 7 домов 5-этажных. Новое Аркчино. И она ушла туда. Покушала, поигралась со мной и ушла. Лучше бы она после 2 часов все это делала, потому что до 2 часов я бы рыбачил, а не занимался тем, что следил за ней.
Так, здесь вот у меня 13-14 где-то, ну вот где-то так, около 14. Периодически хожу между этими 4 удочками, поднимаю их и проверяю тюльку. Ну, с наживкой все в порядке. На месте она. Просто даже если нет поклевок, я все равно где-то раз в полчаса в любом случае их поднимаю. Потому что бывает так, что поводок запутается там. Ну, у меня поводки длинные где-то, сантиметров по 15. Бывает так, что они запутаются. Поэтому все равно их нужно поднимать. И некоторые мормышки у меня с фосфорным напылением. Если они в темноте там дольше 15 минут, они перестают светиться. Поэтому я их достаю, ну, подержу там секунд 20. Они как бы заряжаются, потом снова начинают светиться. Ну, я думаю, что это мало что дает для рыбы. Там на глубине светится это, не светится. Она, скорее всего, там ориентируется именно на запах, на тюльку. Балансир я уже не кидаю. Сегодня вообще его не кидал. Потому что если его кидать, нужно подсаживать. Сейчас как-то рыба стала плохо брать. То ли она уже сытая, то ли ленивая, трудно сказать. Ну вот судаков уже сколько? 3 рыбалки нету. Поэтому балансир не ставлю. Все, кругом у меня наживка, тюлька стоит. Ну вот 4 часа. Не знаю, переходить смысла нету уже никуда. Что, тут осталось час, да, в 5. В 5 я покушаю. Сложу пока бур. Потихоньку буду собираться. Ну и 5:30 двину домой. Клюнет, нет, значит нет. Вон ту удочку тоже перенес. Вот где рыбу я поймал. Маленького берша. Сколько там? 11 что ли метров. Думаю, может она на мель ушла, рыба. Перенес ее на 7 метров поставил. Вон она стоит на 7 метрах. Но тоже поклевок нет. Вот, возможно, та рыба там и есть, но время такое, что она не берет наживку. В общем, я заметил, что после 2 часов поклевок не было у меня в последнее время. Чувствую, опять загорел. Начинает немножко сжечь. Я одевал, у меня такие тканевые перчатки одевал. Ходил в перчатках. Ну, сейчас что-то уже снял. В них не очень удобно. Панаму еще взял. Такую, с широкими полями. Летом, в которой ходил. Думал, буду одевать. Но ветра нету, поэтому я сажусь всегда против солнца. И вроде думаю, ну, все равно, наверное, от снега отражается. И все равно идет загар, поэтому думаю, что в толку от этой шляпы. Не знаю, куда, может быть, еще куда-нибудь тут где-нибудь пробуриться. Уже все, сколько лунок тут. Вот лунка, вот здесь вот я бершика достал. Здесь вот 7 метров. Ну, туда ближе к берегу, там уже 5 будет. Нет, я думаю, сейчас где бы не закидывай, нигде не будет. Может, ошибаюсь, но мне так думается, что все теперь. До вечера. Может быть, вечерний клев и существует здесь. Но я допоздна не могу находиться. Если так сидеть часов, ну, до 8, кто его знает, может, вечером-то она и начинает клевать активно. Но мне главное не рыба, а так провести время. Солнышко светит. Ясная такая погода. Я в бинокль вижу аж город Казань. А здесь ведь несколько десятков километров, я думаю, до города. Вон я вижу водозабор. Я могу даже видеть речной порт.
Ну, правда, тут несколько десятков километров. И, кстати, рыбаков нет. Я в бинокль смотрю, вот сколько мне позволяет, да, вот прям до самой Казани. Вон остров Маркиз, где тоже я рыбачил. И я не вижу ни одной точки. Нету рыбаков вообще. Около водозабора пусто. Под тем берегом вот мужик сидел, но он уже ушел. Кстати, мимо меня проехал снегоход где-то в обед с Волги. Они оттуда проехали, ну и поехали туда домой, к берегу. Ну, раз так возвращаются, тоже, думаю, там у них улова никакого не было. Вот так вот в бинокль туда смотрю. Короче, никого нет, я один. Так, ну, в общем, сижу. Если клюнет, клюнет. В принципе, я уже поймал одного мелкого берша. Ну, что, бывают и такие дни. Вот. Ну и после 5, когда уже все удочки подниму, сделаю заключительное видео. Подведу итог сегодняшней рыбалки. Так, ну что же, время 5:30, и я уже собираюсь домой. Поклевок не было. Вот с того момента, как я этого бершика поднял днем, поклевок не было. Кстати, под вечер стало подмерзать, я заметил. То есть, казалось бы, ну, плюсовая температура, да, ну, по прогнозу и по термометру за окном днем +8, ночью +1, +2. Но я не знаю, как-то здесь по-другому температура, потому что подмерзает. Снег подмерзает, и лунки старые, которые вот 3 дня назад были, они покрыты льдом. Так что как-то это... Наверное, здесь все-таки другая температура. То есть я в городе смотрю на термометр, у меня ночью там +1, +2. Видимо, здесь на Волге ночью все-таки минус, иначе бы не замерзали лунки. И снег начинает подмерзать. Вот время только 5:30, а уже начало все подмерзать. Берш, кстати, у меня живой. Ну, он был закопан в снегу. Сейчас я продемонстрирую. Да, вот он. Видите? Живой. А прошло уже, ну, несколько часов. Прошло несколько часов. Я его сейчас вытащил из снега, чтобы он немножко подмерз. Вот такой. Живой. Осталось 2 удочки. Это вон и вторая. 2 я уже поднял. Все, пойду домой. Потому что, ну, можно, конечно, сидеть. Я в прошлый раз-то уходил, солнышко уже горизонта коснулось. Но пойду сегодня пораньше. Ну, как пораньше? На полчаса пораньше. Я в прошлый раз уходил где-то без 15:06. Сейчас половина. Ну, я еще и удочки не поднял. Он у меня одна и вторая. Нету, ребят, поклевок больше. Поэтому собираюсь. Вот мой улов. Вот такой вот мой улов сегодня. Один маленький бершик. Ну, не каждый же раз ловить крупных бершей по килограмму весом. Так, я уже, кстати, запланировал следующую поездку сюда в субботу. Сегодня у нас 25-е. Среда, 26-е, 27-е, 28-го я снова приеду сюда. И я, наверное, все-таки буду не здесь, а я пойду в свой заливчик, и мне хочется сходить на остров, посмотреть. Ну, я сомневаюсь, но я хочу просто проверить, как там стол с лавкой. Он уже был покрыт снегом. Тает там что-нибудь или не тает, хотя бы, ну, до лавок ушел снег или нет. Там буду рыбачить. Возможность пока есть, буду ходить. Я думаю, может быть, даже еще и в апреле, потому что, ну, здесь все-таки по ночам минус. Замерзают лунки. Вот, так что возможность есть. Все, на этом я видео заканчиваю. Поднимаю удочки и домой. Как обычно, загружу на свой канал в Ютубе, в Дзене, ВКонтакте и на своем сайте photosoftnature.ru. Я там также выложу фотографии и подробный отчет о том, как сегодня мне собака помешала рыбачить до обеда. Как раз тогда, когда должна была клевать рыба, эта собака мне ходила за мной по пятам и тыкалась мордой
в лунку, в удочки, в сумку мою. Ну, что поделать. Все, благодарю за внимание. И через 2 дня снова на этом же месте я буду снова снимать видеоролик. Всем пока, удачи.